Многие ждут пермит С в Швейцарии долгие 10 лет, а у меня получилось всего за 42 дня, не будучи гражданкой ЕС. И сейчас я вам расскажу, как легально взломала систему и сэкономила 5 лет жизни. По общему правилу, пермит С в Швейцарии можно получить после 10 лет проживания в стране. И податься на гражданство тоже можно после 10 лет. Но при этом, важные условия, нужно уже иметь пермит С. И как раз здесь многие теряют несколько лет. Если гражданам ЕС и некоторых других стран пермит Б меняют на пермит С через 5 лет, и у некоторых это происходит автоматически, и, например, мой муж немец не может мне сказать, когда это произошло, он не помнит, как ему выдали пермит С. А вот гражданам России и стран СНГ и других третьих стран нужно ждать, к сожалению, 10 лет для пермита С. Через 5 лет пермита Б нам опять продлевают пермит Б. И так произошло со мной. В декабре мне пришло продление. Я, не глядя, подписала, а потом задумалась. И хорошо, что мне еще и подруга напомнила, что так можно сделать. Можно по истечении 5 лет проживания в стране с пермитом Б податься на пермит С. Итак, в каких случаях можно получить пермит С раньше стандартных 10 лет? Мы не рассматриваем вариант брака со швейцаркой или швейцарцем. И в этом случае у нас есть два варианта. Первое – это вы прожили в Швейцарии минимум 5 лет с пермитом Б и можете подтвердить успешную интеграцию. И второй вариант – вы состоите в браке с человеком, у которого уже есть пермит С, и вы вместе живете в Швейцарии не менее 5 лет. И как раз на этом основании подавалась я. Теперь о документах. Первое – языковой сертификат. Минимальное требование – уровень B1 устно и А1 письменно. Какие сертификаты принимаются, укажу в описании. Второе – справка о несудимости. Ее можно заказать через портал admin.ch. И я рекомендую заказать электронную версию, потому что она дешевле и приходит быстрее. Справка на момент подачи должна быть не старше 1 месяца. Третье – это справка об отсутствии долгов. Она также должна быть не старше 1 месяца. Если вы в браке, то понадобится для вас и для супруга или супруги. Можно взять в гемайнде, и присутствие второго человека не обязательно. Следующий документ – подтверждение, что вы не получаете социальную помощь и не имеете задолженности перед социальной службой. Тоже выдает гемайнде. И, конечно, нужно показать, что вы интегрированы в жизнь страны. Если вы работаете или учитесь, то подойдут соответствующие подтверждения. А если вы не работаете и состоите в браке, то понадобится свидетельство о браке и подтверждение дохода супругам. Например, справка о зарплате, Lohnauszug или трудовой договор Arbeitsvertrag. А теперь, как все прошло у меня. 28 апреля я пришла в гемайнде с распечаткой с сайта миграционной службы и сказала, что хочу пермит С. Честно говоря, сотрудница сначала засомневалась. Тогда я ткнула пальчиком в то место, где написано, что пермит С могут получить уже через 5 лет супруги людей, у которых уже есть пермит С. Девушка изучила бумагу, кивнула и сказала, где какие документы можно получить. Сразу на месте я заказала справку об отсутствии долгов у меня и у супруга и заказала справку об отсутствии социальной помощи. В тот же день через портал admin.ch я заказала справку о несудимости. Ссылку на страницу оставлю в описании. Все документы пришли в течение недели. Параллельно я подготовила остальные бумаги. Это заполненная анкета, копия загранпаспорта, копия языкового сертификата, копия свидетельства о бракосочетании с апостилем и переводом, потому что мы расписались в Москве, и справку о зарплате мужа. И 8 мая я вернулась в гемайнде уже с полным пакетом документов. Сотрудники все проверили на месте. Я им еще сказала, что волонтерю и веду занятия в местном спортивном клубе. Нужно ли это где-то упоминать, как подтверждение моей интеграции. Они сказали, что пока не надо. Если у миграционной службы появятся вопросы, то тогда информацию можно будет дослать. После этого гемайнде самостоятельно заверила документы, поставила подписи и отправила весь пакет в миграционную службу кантона. И уже в середине мая мне пришло приглашение от миграционной службы на биометрию. 3 июня я приехала в Ausweisstelle в Сан-Гален. С собой нужно было взять только загранпаспорт. Меня сфотографировали, взяли отпечатки указательных пальцев, потом я заплатила небольшую денежку и уже минут через 5-7 была свободна.
А уже 9 июня новенький свеженький пермит С лежал у меня в почтовом ящике. И получается, что весь процесс от 28 апреля до 9 июня занял 42 дня. Честно говоря, я до сих пор в шоке от скорости. Теперь о расходах. Справка о несудимости 17 франков, биометрия 20, пошлины Гемайнде и кантона 127 франков. Итого 164 франка. Если честно, я ожидала гораздо больше бюрократии, и особенно приятно меня удивила готовность помочь и доброжелательность в Гемайнде. То есть девушка, которая сначала не знала, что так можно, она меня не отправила куда-то, реально прочитала бумагу, убедилась, что все так и есть, и помогла мне очень доброжелательно и эффективно получить все необходимые документы. А когда я, наконец, держала в руках пермит С, то, конечно, у меня было такое ощущение, что, во-первых, облегчение, а во-вторых, ощущение, что я приблизилась на шаг к полноправной жизни в Швейцарии. Потому что, когда ты не имеешь права голосовать, то ты не можешь решать какие-то вещи, которые влияют на твою жизнь и на жизнь твоего ребенка в этой стране. Поэтому, конечно, посмотрите, можете ли вы податься на пермит С раньше 10 лет. Если вы планируете здесь остаться, то это сэкономит вам годы жизни. Все полезные ссылки я оставлю в описании. И если есть вопросы, задавайте, отвечу. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой был у вас опыт с получением пермита или гражданства в Швейцарии. Давайте сравним наши истории и требования в разных кантонах. Спасибо за просмотр, хорошего вам дня и до новых встреч. Пока-пока!